Здравствуйте! Сегодня я хочу коснуться темы композиции. Предлагаю вам со мной рассмотреть картину Шишкина и Савицкого «Утро в сосновом лесу». Будет интересно. Каждый знает эту картину с детства, но то, что я сегодня расскажу, это для художников, может быть, для фотографов, для тех, кто интересуется композицией. В данный момент я раскладываю по пятнам, по большим пятнам, композицию. То есть у меня есть только черное и белое. Средних тонов на данном этапе у меня нет. Этот метод дает возможность выявить, что у нас самое светлое, что у нас самое темное. А что еще важнее на этом этапе – количество темного и количество светлого. Теперь выделяю белое гуашью. Что я сегодня рассказываю, можно повторить для любой картины, чтобы понять ее структуру композиционную. Вот и готово. Сейчас моя задача проложить средние пятна. На этой картине задний план, он такой средний по тональности, на нюансах. Чуть отвлекусь, хочу показать вам свой карандаш замечательный. На нем написано: «Я обязуюсь есть больше фруктов и овощей». Вернемся к работе. Как я говорила, продумать самое темное, самое светлое и среднее. Вы можете найти в этих темных пятнах слева, что я писала белым и черным, уже там в середине должны быть какие-то серые части, средний тон. Сейчас ничего дополнительного не надо, не нужно копировать работу. Вы смотрите только тонально, относитесь к этому просто как к такому упражнению, где думать не нужно. Скопировать пятна и оставить это в покое. Потом будем разговаривать на эту тему. Ну и где тут у меня медведи бегают по лесу? Здесь будет чуть посложнее, нужно смотреть, где ветки потемнее, и наметить их. Итак, вопросы композиции по порядку. Композиционный центр. Он находится на вот этом правом медведе за счет контраста по тону. Вокруг него самая светлая часть картины. Композиционный центр называют еще акцент. Следующий вопрос, который я себе задаю: большое, среднее и маленькое. Здесь темная масса самая большая, самая светлая в этой картине меньше по количеству, чем темная. Самая маленькая часть — это пятна медведей, слева есть корни деревьев. Ракурс здесь на уровне глаз. Таким образом, здесь устроено равновесие. Левая сторона композиции здесь доминантная, правая ей в противовес. С левой стороны есть дерево, которое уравновешивает, но есть еще треугольная форма внизу. Статику, динамику, ритм я хочу вам сейчас показать. Вот у нас есть вертикальное дерево справа, вот у нас есть, которое слева. Эта часть дерева под наклоном, и его пересекает другая его часть дерева. Дальше темные части слева направо. Корни деревьев, медведь 1, медведь 2, медведь 3 и наш главный герой 4. На заднем плане есть череда деревьев. Немного подвину дерево вправо. Так. Я как истинный творец создала и убрала дерево. Ну а дальше разная лохматость деревьев в разные стороны, которые очень-очень продуманы по ритму. В живописи это не совсем как бусы, потому что есть еще масса других элементов, маленьких и больших.
То есть они не обязательно, элементы должны находиться на равном расстоянии, чтобы создавать ритм. Ну и последнее, направляющее. Это то, что направляет наш взгляд. Вы можете видеть, как вот эти вертикальные деревья указывают на этого медвежонка справа. В следующих видео я буду рассматривать другие картины. Я сняла те видео первыми, но все-таки подумала, что нужно поподробнее перечислить все необходимые условия композиции, чтобы в дальнейших разборах было все ясно. Пожалуйста, делитесь своим мнением, оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.